Давайте я немножко поправлю камеру. Ага, во, отлично, да? Да, класс. Здесь еще одна камера, но буду смотреть в эту. Сегодня у нас обзор не только сделок, но и стратегия выхода из просадок. Для начала откроем мой терминал, выберем интервал. Мы с вами, да, это проект 3 июня по текущий день. Сегодня 10 июля, ну, 12 стоит, не имеет значения. Нажимаем ОК, сохранить как отчет, нажимаем сохранить. Я хочу здесь очень подробно остановиться, потому что это то, что, на мой взгляд, решает в карьере трейдера, потому что сколько раз я, делая профиты, откатывался назад и потом не мог вернуться, да, в строй. То есть, что нужно или что можно делать, и как подходить психологически, технически к этим ситуациям, чтобы, во-первых, они не тянулись долго, просадки, а во-вторых, тебе не приходилось радикально что-то менять, да и вообще менять что-то в своей торговой системе либо стратегии. Первый период был в прошлом месяце, вот здесь. Мы с вами его подробно разбирали. Это тоже был один день, я не помню, это либо понедельник, либо вторник. Да, за один день я нахватал серию лоссов. Да. Это было примерно 4%. Да, 4%. И в этот понедельник то же самое, те же самые 4%. Причем на этот раз мне удалось восстановиться практически на 100% без коррекции вот здесь. Да. В тот раз это было, да, еще с какими-то зигзагами. Да. И сегодня я вам расскажу и покажу свою стратегию, простую стратегию, да, как вы можете управлять этой ситуацией грамотно, да, без эмоционального давления, потому что в этот момент тебе кажется, что вообще херь творится какая-то. Да, и стоит тебе один раз пройти эту ситуацию, второй раз ты уже понимаешь, как это можно сделать. Да, за все мои 10, уже 11 лет торговли такое случалось, ну, поверьте, очень часто, и глубина просадок во многом зависит от процента риска, который вы используете, да, в сделке. Понятно, что чем больше риск, тем больше будет просадка. Но мы видим, что не на этой неделе, вообще за все время, начиная с 3 июня, видим около 5%, 4,8 была просадка, довольно большое количество трейдов, да, но еще раз, это количество надо делить на 2, 232 нужно поделить на 2, потому что в каждом, получая каждый сигнал, и открываются 2 сделки, да, одновременно, и это как один трейд считается. Да. И что здесь мы можем еще отметить? В принципе, что касается количества прибыльных сделок, я говорил, что для меня это не самый важный момент. Соотношение прибыльных, то есть средний профит на средний лосс, остался примерно в том же диапазоне, который был в прошлом месяце. Да. И надо сказать, что в июле было только 5 основных торговых дней, потому что 1 июля я не торговал выходной, потом выходной у меня был, потом в Штатах был, по-моему, День независимости тоже, и рынки такие были очень пассивные. В понедельник рынок так открылся, шатка-валка, и да, я там переусердствовал в плане своего внимания. Ладно, давайте сейчас конкретно стратегия, а то я сейчас вас начну грузить этой информацией. Вам же нужна стратегия. Дайте мне стратегию. Итак, стратегия выхода из просадок. Стратегия. Не знаю, вам видно, да, надеюсь? Стратегия выхода из просадок. Стратегия выхода. Это моя стратегия, она очень примитивная. Я не знаю, насколько она для вас будет полезной. Так, у нас, допустим, произошла просадка. Имеется в виду не просто какая-то небольшая, а ну такая, за один день ты там, допустим, просел на 4-5%. Да, получил серию лоссов. Это штатная просадка, но за день это много. То есть за один день сразу так просесть, ну, нехило. И вот здесь конкретный план, как я действую практически каждый раз. Да. Первое. Я делю это на 5, точнее не на 5, а на 4 этапа. 4 этапа выхода из просадки. Первый этап. Следующий день. Первый этап. Следующий день. То есть что происходит на следующий день? Следующий день, иначе говоря, какие цели я ставлю и какие задачи я ставлю. Да. Следующий день. И здесь давайте отметим цель. Закрепить, это прозвучит немножко странно, закрепить
текущее состояние. То есть не проседать дальше, не проседать дальше, да, я не знаю, поместитесь дальше, не проседать дальше. Немножко почувствовать почву под ногами, потому что когда у тебя серия лоссов, тебе кажется, что все летит непонятно куда, да, и трейдер не подготовлен, даже без базового какого-то плана, то первая мысль, что-то надо менять, или там трейдер берет перерыв, но на следующий день ведь он приходит с определенным багажом мыслей, и чаще всего негативным. Но если ты приходишь с конкретным планом, с конкретной целью, не обращая внимания на то, что у тебя там было уже, да, то есть не концентрируясь на этом, а концентрируясь на том, как ты можешь постепенно выйти. Да, бывает такое, что на следующий день ты все закрываешь, такое бывает. Но главное не форсировать себя, свои действия, потому что рынок может быть неблагоприятный. Дальше, допустим, флетит, но ты пытаешься торговать и еще усугубляешь ситуацию. Либо ты не пришел в норму, да, эмоционально по-прежнему тебя досада прошлого, да, гнетет. И, короче, много разных нюансов, но я рекомендую вам выстроить вот подобного, может быть, рода вот эту последовательность. Она немножко так сглаживает вот эти все острые эмоциональные углы и, конечно, финансовые, потому что твоя задача немножко так потоптаться, да, хотя бы денек на месте, почувствовать уверенность. То есть это первый, да, первый шаг, да, не проседать. Дальше второй шаг, второй день, то есть следующий день, то есть это был следующий день, допустим, это получается следующий день после просадки, а это второй день после просадки. Второй день после просадки, здесь цель очень простая. Здесь сделать деньги. Сделать деньги, в скобках поймать моментум. Это вот представьте как самолет, да, когда он катится, потом тормозит, да, на там, несколько секунд, минут, да, и затем набирает резко скорость. Вот примерно то же самое. То есть ты немножко нащупал, почувствовал почву, подготовился, все, настроился на следующий день. То есть ты уже как бы не потерял, вот когда, допустим, следующий день вот как раз закрылся там в нуле, да, то есть ты не потерял деньги, и это уже гораздо легче, да, и ты уже готов поймать большое движение. Понятно, что его может не быть, понятно, что рынок может заснуть, но редко бывает, если у тебя несколько инструментов, что вообще ни одного движения в день не было, да, ну такое вот прям редко. Либо это праздник какой-то, да, понятно, там что-то еще может быть. Я сейчас вам покажу, по каким сигналам мы делали деньги на этой неделе с трейдерами, потому что мы в понедельник не торгуем, у меня нет закрытого чата в понедельник, а вторник, среду и четверг, особенно в среду и четверг трейдеры поймали вот такие трейды, прям огненный. Особенно в четверг было экстремально волатильно. Если вы участник сообщества, то точно поймали, потому что ну, там трудно было не сделать этого. Ладно, второй день, теперь третий день. Еще раз, это очень-очень трейдеры просто, но я гарантирую, что если у вас хоть какой-то план будет, базовый, который реально можно соблюдать, без каких-то заоблачных там, целей, задач, результаты начнут меняться радикально, и вам легче будет выходить из таких ситуаций. Так, третий день, да, второй день, третий день. Здесь подтвердить результат прибыльный. То есть я, допустим, сделал деньги во второй день, в третий день нужно добавить денег, да? Добавить прибыль, да, подтвердить результат, в скобках, да, подтвердить результат, подтвердить результат, добавить прибыль, подтвердить результат. То есть сделать еще деньги, да, то есть вот этот моментум, поддержать его, да. Понятно, да? То есть еще прибавить то, что произошло у меня как раз. Да, была возможность в четверг, вот как раз это был третий день, прям серьезно капитализироваться. И в среду была возможность серьезно капитализироваться. Но я действовал очень аккуратно. Моя задача была не переборщить с давлением, со скоростью. Да, понятно, что всегда можно было действовать лучше. Все умные, что всегда можно было так поступить, и все было бы иначе. Но в моменте у правого края графика, когда ты под давлением, все по-другому, правда? Тебе кажется, что сейчас там цена еще дальше пойдет, еще против тебя пойдет и так далее. То есть тут можно много всего говорить. Да? Все герои постфактум.
И затем четвертый день, это вот как раз четвертый день. Можно растянуть это на 5 этапов, да, там я прям, это такой, да, шаблон, понятно, что не обязательно, что прям так должно быть. Четвертый день, это день, минимальная цель здесь, четвертый день, здесь у нас минимальная цель закрепить результат. Да, даже не закрепить результат, а минимальная цель, давайте запишем, минимальная цель, небольшой профит, да, либо БУ, то есть допустимо это, да, либо БУ, без убыток. Да. Минимальная цель, небольшой профит, либо без убыток. Да. То есть сделать небольшие деньги было бы вообще идеально. То есть вот простая формула выхода из просадки. Теперь, какие сигналы были, да, потому что мы уже, в принципе, с вами посмотрели на статистику, я вернулся к экстримам, да, предыдущей недели, вот здесь закрыл я июнь, да, как раз, да, потом понеслась, потом вот эта пауза, видите здесь, без убыток, то есть нащупай паузу, да, нащупай дно, поддержку, причем, опять же таки, трейдеры, внимание сюда, да, я записываю для вас, как и все видео, рандомно. Поэтому, если видео полезно, да, и вопросы какие-то пишите нам на почту, либо в комментариях под этим видео, если у вас есть свой какой-то опыт выхода из просадок, и он работает, поделитесь, может быть, кому-то из зрителей, подписчиков будет это полезно, интересно. Вот здесь мы видим, да, тоже, еще раз вернемся, да, видим движение, потом вот эта консолидация, пауза, то есть такое небольшое двойное дно даже, да, потом бум, выстрел. Здесь то же самое, упали, двойное дно, консолидация, бум, выстрел. Понимаете, да? Понятно, что вот здесь не один день, здесь несколько дней. Да, у меня не было много сделок, поэтому видите такую, да, достаточно четкую линию, потому что 3 профитных дня подряд было: среда, четверг и пятница, да, самый сочный был среда, четверг можно было, конечно, там еще сделать, но это уже беспонтовый разговор, да, и сегодня я сделал тоже небольшой совсем профит, закрепил, да, результат, задача была прийти вот к этим, да, предыдущим экстримом, да, чтобы следующую неделю, вот в чем фишка-то еще, следующую неделю ты начнешь в совершенно другом состоянии. Да? Состояние психологическое вот здесь и состояние психологическое здесь абсолютно 2 разных состояния, хотя это на одной неделе все происходит, да, очень рядом, понимаете, да? Поэтому вам нужен вот этот пошаговый способ, как вы будете выходить из просадок. И еще раз, главной целью не должно быть тут же заработать денег, иначе еще дальше дело пойдет. Теперь давайте к сигналам, да, за счет которых некоторые наши трейдеры сделали 5-10% прибыли за 2-3 торговых дня. Самые сочные дни — это вторник, среда, четверг, но на этой неделе четверг получился. Я вам покажу, давайте, свои трейды. Я уберу это все. Я уберу это все. И мы посмотрим на сделку, которая была, ну, по каждому инструменту на топовую сделку посмотрим. Это нефть, WTI, минутный график. И вот откуда, тоже разбирали в закрытом чате, давайте тоже с вами здесь разберем, откуда приходят все большие профиты. Это вам задание. Откуда все ваши большие профиты приходят? Откуда приходят все ваши сделки? Откуда приходят... Ну, так, у меня рука так, как этот паук. Откуда приходят все сделки, все прибыльные сделки, все прибыльные сделки. То есть как выглядит ситуация на графике, да? Что происходит перед... Куда приходят? Откуда приходят все прибыльные сделки? Все прибыльные сделки. Да? Если вы дейтрейдер, вам это нужно знать, что, как правило, если вы хотите улучшить качество входа в рынок и увеличить количество ситуаций, чтобы ловить большие движения, как правило, в начале сессии, если это Америка с 16 до 16:30, 16:40 Москвы, наблюдайте расширение диапазона. И это будет первым ключом к тому, что куда рынок может пойти, да, и куда следует смотреть.
Это не всегда так. Понятно, что может пробить вверх, обратно, ложно и так далее. Но давайте сконцентрируемся на расширении диапазона. То есть то, на что я постоянно обращаю внимание. То есть, допустим, вот начало моей торговой сессии 16:30 Москвы. Вот 4 часа, около 4 Москвы, небольшая консолидация, пауза, потом бум, резкое расширение диапазона. Хотя до этого рынок вообще не шевелился. Ну, почти 2 часа, короче. 2 часа не шевелился. И вдруг резко зашевелился в нисходящую сторону. Конечно, можно использовать дополнительные критерии. Вот здесь внизу вы видите у меня тренд-фильтр, который стал красным еще до этого импульса вниз. Это первая индикация, но мне нужно поведение цены. Я хочу увидеть, что действительно мои сигналы подтверждаются поведением цены. И вот здесь мы видим бум, движение вниз, и я жду чего? Первой коррекции куда? Вот он уровень зеленый, видите, это зона поддержки, вот здесь мы ее пробили, давайте поближе. Вот здесь мы ее пробили, вернулись стрелочный прямо на уровень, то есть мы тикнули уровень, паттерн здесь. Мы видим, рынок пробил точку середины паттерна, дальше черный бар, тренд-фильтр красный, и посмотрите после этого какой моментум. И это как раз трейд, который позволил мне закрыть энную часть просадки. Я продал здесь. Take Profit 1 был здесь, и Take Profit 2 в районе вот этой поддержки. Да, потом был еще один сигнал, посмотрите, практически один в один. Пробой уровня, коррекция, черный бар, тренд-фильтр красный. Некоторые наши трейдеры приняли этот сигнал и тоже взяли быстрых, буквально за 10 минут 50 пунктов. Это 50 центов, что не так мало, за какие-то там 5 или сколько здесь, 5-10 минут буквально. Это вот один из фаворитов трейдов, который я очень давно ждал, да, и почему говорю очень давно ждал, потому что в предыдущий день мы тоже ждали усиления тренда, но рынок балансировал между нашими ключевыми уровнями WTI 40.80, да, и 40.40. Мы видим здесь потрясающие стрелочные сигналы на sell и на buy, но еще раз, если рынок слишком зажат, слишком у него узкий диапазон, лучше его не торговать, потому что, как правило, те take-профиты, которые регулярные, да, скажем так, они не достигаются в таком рынке, потому что диапазон очень узкий, да, и ты должен, короче, адаптироваться под волатильность, да, проще говоря. Да, ты можешь менять постоянно take-профиты, но лучше дождаться ситуации, когда на рынке произойдет расширение диапазона, и лучшие входы в рынок, когда происходит расширение диапазона в начале, да, и вы можете поймать трендовый день, да, особенно если в течение дня цена стояла. Редко бывают трендовые дни после 18 Москвы, то есть если в период с 5 до 6 не произошло расширение диапазона, как правило, вы не увидите существенного тренда, либо какого-то там гигантского движения, да, которым можно было бы поймать. В общем, это вот один из моих топовых трейдов. Давайте к следующему инструменту. Это фьючерс на индекс NASDAQ. Там тоже была парочка сделок. Давайте на них посмотрим. Точнее, парочка, одна такая большая. То есть у меня сделки были очень-очень похожие трейдеры, да, потому что моя задача была не переборщить с активностью, да, немножко быть сдержанным и выбирать лучший из лучших сетапов. И вот один из таких сетапов возник с трейдерами в реальном времени. Это была среда. Да. Вот здесь очень похожая ситуация с той, что я показывал по WTI. Вот здесь посмотрите, черный бар. Да, давайте сразу начнем с сигнала. Черный бар. Вот здесь черный бар. Да. Тренд-фильтр красный. Здесь вход. Да. Первый таргет. Второй таргет в районе, где я держу курсор. После этого посмотрите, стрелочный возле уровня поддержки. То есть красная зона сопротивления, зеленая зона поддержки. И посмотрите, как рынок балансирует между этими ключевыми уровнями. Но что важно, почему я принял этот трейд? Чуть ранее мы имели бычий рынок. Вот посмотрите сюда. Давайте поближе сделаю. Вот отсюда бычий рынок, открытие торгов 16:30 Москвы, бум, пробой, летим наверх, доходим до следующей моей зоны сопротивления 10.650. И посмотрите, дальше дело не идет, и мы меняем контекст. То есть рынок меняет состояние свое. Мы видим тренд-фильтр красный, и мы уходим ниже, обратно, ниже уровня. То есть классический ложный пробой. Мы видим черный бар тут же,
да, практически цена под уровнем, sell, да, это идеально технически ситуация. Да, но, конечно, требуется колоссальное терпение, потому что здесь приходилось ждать порой по часу-полтора, чтобы эта ситуация возникла, да, и стоило тебе отвлечься, да, ненадолго ты можешь пропустить эту возможность, поэтому дейтрейдинг требует от вас в первую очередь внимания. Да? Не надо там 150 сигналов отрабатывать, там фильтров добавлять к своим сделкам и постоянно и вечно улучшать. Просто нужно быть чуть внимательным к сигналам, которые реально работают, нежели торговать все подряд. И тогда будет намного легче, намного проще. В общем, это был трейд по NASDAQ. И давайте к золоту. По золоту у меня сегодня тоже была сделка, но золото такой был пассивный сегодня инструмент. Я продал золото вот здесь. Это вот прям свежий трейд. 1804 за тройскую. Взял цели вот здесь. А потом была еще одна ротация бара, но я себе сказал, что достаточно. Да, я выполнил план на сегодняшний день. Да, вот этот свой пошаговый план. Хотя, видим, после этого рынок еще там дернулся и дошел до вот этой поддержки практически 1795 за тройскую унцию. Сейчас замерз. Но опять же таки обратите внимание сюда. Да, давайте я уберу все вот эти рисования. И это уберем, все это дело. Да. Откуда приходят большие движения? Да? Ведь наша задача дейтрейдера, задача дейтрейдера брать максимум движения за минимум времени. Какие это сигналы, какие это паттерны, какие это комбинации, какое это состояние рынка. Да, и вот как раз сейчас мы об этом говорим. Вот еще один сигнал сегодняшний. Я его очень долго ждал. Да, посмотрите, сколько времени, да, примерно середина сессии. Я уже не надеялся, думал, все, сегодня 0 сигналов. И сказал, окей, это нормально, если я сегодня вообще не открою никаких сделок. Да, и все-таки он появился. Черный бар. Ниже моего уровня поддержки, зеленая линия, тренд-фильтр красный, sell. Да, причем здесь мы видим, возможность была, если, допустим, здесь не продал, то еще здесь продать. Да. Здесь мы тоже пробили уровень, коррекция, ротация бара, дополнительный сигнал. То есть, если здесь не успел, рынок разрешает еще раз. Да, попробуйте. Посмотрите, тут же, как пушка, моменту вниз, мы дошли до отметки 1798-1797 за тройскую унцию, да, потом была еще вот здесь ротация, и все, рынок замерз. То есть основное вот это, основное движение, основной моментум, который был на графике. Вот такая была неделя. Если вы хотите подключиться ко мне в закрытый чат и торговать по сигналам системы Cluster Trader, сформировать модель мышления прибыльного трейдера, то добро пожаловать. Ссылка под этим видео. Все, всего доброго, хороших выходных и до связи. Пока.